Здравствуйте, я Николай Голяпин, я юридический консультант. В Казахстане специализируюсь на оказании юридической помощи иностранцам. Весь 2021 год я получаю вопросы относительно неразберихи, связанные с оформлением ИИН иностранцам. Такие вопросы часто задают бывшие граждане Казахстана. Кому-то из них нужно оформить наследство в Казахстане, кто-то, сменив гражданство, продолжает здесь жить и работать, у кого-то действующие банковские карточки или счета в банках, у кого-то здесь интерес, связанный с бизнесом. И вот нотариусы, ЦОНы и другие организации, которые обязаны учитывать ИИН при обращении к ним, таких бывших соотечественников не обслуживают, утверждая, что ИИН этих соотечественников некорректен, что этот ИИН не видно, и отправляют этих людей оформлять ИИН нерезидентам. При этом кого-то, видно, по старой памяти отправляют в налоговую, кого-то отправляют в полицию. Дальше бывшие соотечественники месяцами бегают между этими госорганами, не могут оформить ИИН и не понимают, что нужно сделать, кому заплатить. Для тех, кто оказался в такой ситуации, рассказываю. Запомните, в соответствии с законом о национальных реестрах идентификационных номеров, ИИН присваивается человеку и заносится в реестр номеров только один раз, исключается из реестра только в связи со смертью человека. Во всех остальных случаях, в том числе при выезде человека на ПМЖ в другую страну, ИИН считается условно исключенным из реестра номеров, и именно поэтому он становится невидимым для банков, для ЦОНов, для нотариусов и для других органов, которые обязаны учитывать этот ИИН в работе. Иными словами, даже если вы вышли из гражданства Казахстана, и сейчас у вас гражданство России, там, Германии, Турции, чего угодно, номер ИИН в Казахстане у вас останется точно таким же, каким он был, когда вы были гражданином Казахстана. Но в реестре номеров будут содержаться сведения о том, что этот номер условно исключен. Поэтому для иностранцев, которые в прошлом были гражданами Казахстана, не нужно получать новый номер, а нужно актуализировать сведения, хранящиеся в Национальном реестре идентификационных номеров и входящие в структуру уже существующего ИИН. Чтобы ваш ИИН снова стал активным, его нужно включить в реестр. То есть в реестр нужно включить актуальные сведения о вас, о том, что вы теперь иностранец, о том, что у вас новый паспорт, о том, что у вас возможно даже новое имя. Актуализация сведений, хранящихся в реестре идентификационных номеров, не потребует вашего приезда в Казахстан. Наши юристы по доверенности выполнят все необходимые действия и формальности, связанные с актуализацией ваших данных. Образец доверенности я пришлю вам по запросу. Мои контакты и ссылка на текстовую версию статьи есть в описании к этому видео. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать. А пока не прощаюсь, увидимся.